Итак, всем привет. Решил записать небольшой такой обзорчик, да, распаковочку. Ранее я таких видео не делал. Вот, заказов было у меня очень много с Алиэкспресса. Вот, но почему-то я не делал их. Вот, решил сделать небольшую распаковочку. Заказал себе инструмент небольшой такой, отвертки, да, диэлектрические. Вот, они, ну, как бы мне нужны по работе, да, как где-то что-то там починить по проводке, да, по электричество провести в доме там или в квартире. Вот, и себе нужно было, пригождалось всегда. Вот, ну, вернее, нужны были, но их не было. То есть решил заказать себе нормальный набор, потому что связан я с электричеством, да. Что-то я всегда делаю, ремонтирую, вот, и делаю также на заказ много разных вещей, электроприборов. Вот, ну, вот решил заказать. В магазине есть, конечно, отверточки разные, да, находил там, но одна-две продаются разные. И хотелось бы набор, не хотел брать разношерстные. Вот сейчас мы откроем, посмотрим, что пришло с Китая. Что нам прислал китаец. Тут наборчик. В сумочке должен быть. Вот, так и есть. Вот такой вот набор диэлектрических отверток. Также тут есть и пробник, гляжу. Сумочка такая на молнии с хлястиком для руки. Ну, в принципе, по качеству сумочка, могу сказать, то, что неплохая. Сшита вроде бы неплохо, конечно. Вот набор в сумочке. Но, в принципе, нормально пойдет. Молнию расстегаем. А здесь видим то, что отвертки просвечивают. Такая пленочка есть плотная. Вот, достаточно плотненькая. Да, здесь написано Made in China, штрих-код какой-то, як. Вот, ладненько. Так, что у нас по набору? В наборе у нас присутствует вот такая отвертка. Она не вытаскивается. Нужно нажать и только потом вытащится. В принципе, неплохая. Иногда нужно такую отвертку, да, иногда коротенькие отвертки нужны. То есть здесь она идет минусовая, вот, и плюсовая. Фиксируется она хорошо, то есть можно на любую длину ее зафиксировать. Утопить можно максимум. Вот такая получится, да, коротенькая. Либо ее немного подлиннее сделать. Вот, то есть она фиксируется вот по этим вот углублениям, я так понял. Вот, ну, в принципе, очень удобная отвертка. Хорошо, что есть такая маленькая. У меня есть такие маленькая отверточка, да, купил отдельно. В магазине рублей где-то 400-300. Вот, ну, пускай еще будет дополнительно в наборе. Неплохо. Да, вот такая отвертка. Вот у меня похожую я покупал, да. Это фирма, по-моему, Matrix, да, Matrix. Фирма Matrix. В принципе, тоже отвертка неплохая. Где-то рублей 300, около 400 она стоила в магазине. В принципе, неплохая. Здесь тоже вот двухкомпонентная ручка. Вот пластик красный и черный, это вот резина. В руке сидит нормально. Вот коротенькая. Вот можно сравнить ее. То есть у нее здесь тоже переставная бита идет. Коротенькая, да, вот такая, с одной стороны минусовая, другая плюсовая. Вот. Тоже она у нас магнитная, то есть это бита, да. То есть мы можем видеть то, что она саморезы, винты магнитит. Вот. Фиксируется она за счет вот такой вот шарика здесь, да, который уплотняет, не дает ей выпасть, этой бите. Вот. В этой отвертке тоже внутри шарик, но нужно оттянуть и вставлять уже вот в эти углубления. Шарик упирается и не дает
выпасть отвертки бите. Вот, то есть можем сравнить по длине. По длине у них идентичная длина, то есть один в один длина у них. Вот. Но единственное, что вот у этой отвертки у Matrix можно сюда вставлять любые биты. Вот. Можно даже длинную, любую длинную, да, такую шестигранную вставить. Можно вставить одностороннюю, любую вот такую коротенькую, одностороннюю. Вот. И пользоваться. То есть любые, их полно разных видов, да, и плюсовые, и минусовые, то есть и для разных видов саморезов, вот, и для желтых, и для черных. Вот, то есть их различаются, их очень много, этих бит разных. А сюда можно поставить только вот такую, именно вот с такими вот углублениями биту. Вот, но они тоже есть длинные, есть вот такая коротенькая. Но этой биты, и у этой отвертки фишка в том, что ее можно регулировать любую длину, да, вот выдвинули ее на максимальную длину, да, вот она подлиннее. То есть регулировать можно на каждый 5 миллиметров здесь, да, вот можно ее регулировать, вот любую длину. Вот в этом у нее фишечка. Вот у этой отвертки можно ставить любую биту. Вот, сейчас продемонстрирую. Так, вот вытаскиваем нашу эту биту и вставляем, вот можно видеть их разных этих бит, то есть шарошка какая-то вот шестигранная, да, делать углубление для потай, это вот по дереву, есть такие же по металлу, ну, заусенцы можно убрать, да, вот рассверлил, сюда же ее вставил. Можно, например, да, не в дрельку оставить, не шуруповерт, а вот можно рукой вот так сделать. Вот. Далее вот здесь такая есть переходничок под головки. Вот, пожалуйста, вставили. Можно головочки здесь этим какие-то маленькие манипуляции проводить. Вот также вставили. Вот. Все, дальше она не лезет уже. Вот, и можно любые вот такие вот удлиненные битки использовать. То есть по длине она выходит то же самое, да, то же самое все. То есть вот это универсальная, то есть в нее можно вставлять любые биты, хоть длинные, хоть вот такие вот удлиненненькие, вот, и переходнички разные шестигранные. Вот. Сюда вот можно только вот такую вот вставлять с такими вот углублениями биту. Вот она специально идет. Вот, в принципе, такие тоже продаются отдельно, я видел. Вот, ну, тоже хорошие своего рода. Вот сюда тоже вставляется вот это, не выпадает, вроде бы держится. Вот, за счет там шарика. Переходник для головок. Вот, ну, также, да, можно сюда и вот такую вставить, потому что здесь упирается в плечики она. Вот, тоже шарошка, можно пошарошить, да. Но вот такие биты она уже не принимает, то есть они проваливаются и вот все, то есть их уже оттуда вот неудобно. Вот, то есть они не фиксируются. Даже вон, если она зафиксируется, она болтается, это неудобно. Вот. Как бы это неудобно. Вот, но плюс у нее как бы свои фишки, как бы я уже сказал. Вот у нее удлиняется вот эта бита, фиксируется. Любую длину можно подобрать, какая вам нужна будет. Не везде, потому что подлезешь. Есть такие места, где нужна очень короткая отвертка. Вот. Так, ну вот и еще решил докупить отвертки, да, похожие отвертки на этот набор. Вот можете посмотреть, да. То есть они похожи визуально на этот набор, да. Вот еще докупил 3 отвертки вот таких. Они тоже переставные. Вот можно оттянуть фиксатор, и отвертки регулируются. Вот 3 таких отвертки. То есть они похожи вот на такую отвертку, да, из набора. Вот можете
смотреть, да, то есть они вообще идентичные. Вот, но это вот в наборе было, вот, а вот эти 3 штуки я докупил в магазине. Ну, то есть в разных магазинах нашел вот именно 3 таких отвертки. Мне попадались на глаза. Ну, думаю, надо докупить, пускай у меня будет как бы полный набор. Вот одна такая тоненькая, да, отверточка. Вот. Другая отвертка большая, тоже переставная. Вот можно видеть вот так вот этот вот такого формата отвертка, да. То есть вот эта вот отвертка, она металлическое жало, оно другое, цветом черного, да. Здесь тоже минусовая. Вот можно видеть минусовая, да, здесь плюсовая. Тоже переставляется, тоже регулируется вылет. Вот. И можно еще вставлять вот сюда. Вот. И таким образом тоже работать. Вот. Тоже очень удобно иногда, и такие тоже нужно для рычага. Очень полезная тоже отвертка. Сюда вот можно вставить, например, что-то другую, да, отвертку такую же, и использовать как рычаг. Крутить. Очень удобно тоже. Решил такую же тоже взять себе в набор. Пускай будет. Вот. И вот 2 такие отвертки. У этой отвертки тоже здесь, как видите, можно вставить эту вот отвертку жало сюда в ручку и использовать тоже как крутить с усилием, да. Можно, как и вот в этой отвертке, взять тоже жало, удлинить его, вот, и уже крутить с усилием. Вот. Тоже очень полезная отверточка такая, вот, с таким вот отверстием для того, чтобы крутить с усилием какие-то туго закрученные винты, гайки, вернее винты и шурупы и саморезы. Вот такого формата, значит. Ну, все для общей коллекции, да, для общего набора. Пусть будут у меня и такие тоже отвертки для полного набора. Вот. Покупал эти отвертки я отдельно в магазинах по нашему городу. Вот, нашел. Вот, на них ссылок я в интернете вам не скину. Вот, только будет ссылка на этот набор. Вот, а эти отвертки уже это побочные. Решил просто докупить. Все. Пусть будут. Так, что здесь еще у нас есть в этом наборе? Вот в этой плоской, да, отвертке она тоже переставная. Вот. Переставляем, и здесь у нас получается крестовая. Вот такая тоже у нее присутствует, у этой отвертки фишка. То есть не во всех, а вот именно у одной. А здесь у нас крестовая. Все остальные отвертки, они не переставные. Вот. Ну, кроме этой отвертки, это пробник, сейчас тоже покажу. И вот это тоже переставная. Но я имею в виду вот из таких вот отверток. Это вот одна переставная с плоской на крестовую. Вот такая вот отвертка сидит плотно, не вытаскивается. Защелка, правда, здесь пластиковая внутри. Шарик пластиковый, да. Со временем когда-то, может быть, она и сотрется. Ну, в принципе, если часто так туда-сюда ее не ширкать, потому что отверток и так полно. Это на всякий случай, если вдруг куда-то на высоту залезли, вот, отверток одна у вас в кармане, например, можно воспользоваться, в принципе, и так. Так, и вот этот пробничек, оказывается, у нас тоже переставной. Я вначале не заметил этого, но поглядел вовнутрь стекляшку, да, там видно крестовая отвертка. То есть вот она вытаскивается. И вот мелкая отверточка, она с одной стороны плоская, минусовая, да, а с другой стороны крестовая. В принципе, тоже неплохо придумали они, китайцы. Вот она вставляет туда до упора. Касается основанием, да, там
уже есть металлическое основание, касается металлического наконечника, и потом в розетку вставляете, она неонка светится. Вот. Но с другой стороны тоже сделали вот этот вот резиновый вот эту вот рукоятку резиновую обрезиненную. Вот это пластик, прозрачный пластик, а рукоятка вот эта вот красная обрезиненная. Может быть, сделали это для удобства для руки, да, но с другой стороны не видно, когда горит. Вот, видно только неонку с одной стороны и с другой стороны, только с двух сторон. И смотреть нужно обязательно вот в это окошко, да, либо в это. Это как бы не очень удобно. Есть отвертки, намного удобнее, да, индикаторные, которые загораются и видно с любой стороны их. Вот, а здесь в розетку вот засунул, и нужно смотреть именно вот в это вот окно. Вот, и как бы это не очень-то удобно. Иногда не подсунешь голову, иногда бывает так, что не видно. Вот, ну ладно, пускай будет такая отверточка, да, индикаторная, с разными переставными у нас. Вот. Да, вот типа такой отвертки, да, вот тоже китайская отвертка, индикаторная. Вот. Она многофункциональная, но тем не менее ее видно со всех сторон, да, вот крутим ее, со всех сторон видно, что она светится. Вот. Вот эта индикаторная отвертка я всегда работаю, очень удобная. Ну, пускай будет и это, иногда и такие пригождаются. Вот. В наборе, в принципе, неплохо. Здесь есть такая защелочка на карман или на пояс. Вот, в принципе, тоже неплохо. Переставная. Да, первый раз такую вижу переставную отвертку, да, индикаторную, у которой переставляется сам наконечник жала, да. Вот. Ну, в принципе, набор неплохой. За свои деньги я доволен. Вообще отличный набор. И каждая отвертка, да, они у нас тоже промагниченные. Вот видим то, что магнитится очень хорошо и не слетают. Эти саморезы нормально держатся, в принципе. Нормально. Для работы хватает. Так, саморезик упал. Вот видим то, что это тоже намагниченное. Ну, в принципе, их еще можно больше намагнитить. Вот. Потом я видео тоже сделаю специально о намагничивании отверток, как все это дело намагничивать, как размагничивать. В принципе, ничего сложного здесь такого нету. Вот, можно в любой момент намагнитить отвертку так, что она будет держаться просто как приклеенный это саморез. Вот, в принципе, вот эта отвертка, она не намагничена. Но, в принципе, ее можно намагнитить прям как нефиг делать. Потому что жало металлическое. Вот, потом в итоге тоже, может быть, и намагнитим. Так, все отвертки намагниченные, то есть нормально. Качество металла тоже неплохое. Посмотрим, да, как в работе, как себя покажут они потом. Ну, на первый взгляд, в принципе, отличные. Так, плюсовых здесь отверток посчитаем. Раз, два, три, четыре. 4 плюсовых, плюс коротенькая. Но коротенькая она у нас идет и переставная. Вот, и минус, и плюс. Так, итого диэлектрических у нас 4 отвертки. И минусовых тоже 4. Вот, все правильно. 4 отвертки минусовых, 4 отвертки плюсовых. Вот. И также здесь у нас еще присутствует пробничек. Вот такой небольшой пробничек. Ну, в принципе, тоже он диэлектрический. Нормально. Пусть будет в наборе. Все очень прекрасно. В наборе у нас здесь предметов сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 приборов. 10, вернее, отверток. Вот, в наборе. По качеству, в принципе, неплохие.
Какие-то отвертки китайские, no name. Здесь, видимо, никаких нету обозначений, да, какая фирма. В принципе, по качеству неплохая отвертка. Посмотрим, как она себя будет покажет. Вот, цену на сегодняшний день я здесь тоже на видео выложу, сколько она стоит. Вот, ссылочку тоже выложу на этого продавца. Это не реклама, упал все за свой счет. Вот, просто мне нужны были отверточки и решил такой вот обзорчик сделать, что мне тут пришло. То есть отвертки все, ну, нормально, в руке хорошо лежит. Вот эта красная, она как бы прорезиненная, это резина, двухкомпонентная ручка, а желтая это пластик. В принципе, неплохо, нормально. В принципе, покупкой доволен. Конечно, это не брендовый товар какой-то, который стоит набор 3-4 тысячи, да, этот я покупал примерно где-то, он обошелся примерно 1000. Точная сумма будет в видео, я вставлю. Вот. Ссылочка будет также на этот набор внизу в описании. Ну, примерно где-то 1000 рублей вот этот набор, примерно, на сегодняшний день. Заказывал на Алиэкспресс это по приложению, мобильном приложении. Там немного они подешевле, чем в компьютере, да, заказывать. Вот. Ну, в принципе, набор неплохой. Вот, для своей цены, в принципе, неплохой наборчик. Теперь будет у меня нормальный набор диэлектрических отверток. И крестовых, и плоских, минусовых. Так, ну что могу сказать, нормальный набор. В принципе, я доволен. Все нормально, все качественное. Сделано вроде бы качественно. Да, пусть будет это no name, но у меня будет наборчик таких отверток приличный. Вот. Конечно, это не какой-то там Bosch, да? Я не знаю, там какой-то Гросс. Вот, за сумму такую, там 4-5 тысяч такой набор будет стоить. Вот, но для моих работ достаточно. Мне хватит. Я доволен покупкой. Нормально. Все вот на этот набор ссылочка будет в описании под видео, кому понравился этот набор. Вот, ставьте лайки. Вот, пишите комментарий, купили бы вы такой набор или нет. Вот. Да, произвожу я разные вещи на заказ, поэтому мне пригождается такой набор. Я делаю на заказ электроприборы различные, да, эксклюзивные в основном. Это выжигатели молний, выжигатели нехромовые резаки, да, выжигатели классические, духовой выжигатель, сварочные контактные клещи и машины контактной сварки. То есть, кому интересно, можете зайти, подпишитесь на наш канал обязательно. Можете зайти на мой канал и посмотреть, что я там делаю на заказ, кому интересно. Также ссылочки все будут внизу в описании под видео. Вот, также, если можете набрать в интернет-поисковике Maclet Plus, и вы нас найдете. То есть, в любом случае, даже без ссылок, набрав в поисковике Maclet Plus, вот это будем мы. Есть группа ВКонтакте, вот, и канал на YouTube. Подписывайтесь, кому интересно, ставьте лайки, вот, пишите комментарии, что вы думаете об этом наборе. Вот, в принципе, набор мне понравился, я доволен. Нормальное качество. Вот. Так, ну, в принципе, все. Номер телефона будет у меня прикреплен тоже в видео. Кому интересно, можете звонить, заказывать электроприборы, да, которые я делаю. Это выжигатели, молнии, выжигатели резаки, дымогенераторы, различные нагнетатели дыма, вот, турбинковые. Вот, можете зайти, посмотреть, подписаться. Да, также буду делать, еще выкладывать и обзоры, разные инструменты, распаковочки вот такие буду делать, заказываю с Китая.
Вот. Ну, в принципе, ранее я заказывал очень много разного инструмента и разных каких-то девайсов интересных. Вот. Но не снимал я распаковку почему-то. Ну, теперь буду делать распаковочку. Вот, снимать, что я заказываю с Китая. Вот. У меня уже платиновый уровень там. Там накопилась приличная сумма. Вот. И уже скидочка 15% идет. Скоро дойдет уже до бриллиантового уровня. Там скидка уже будет большая, побольше немного. Процентов 20, наверное. Вот. Ну, в принципе, все. Все показал. Нормальный набор. Мне понравился. Вот. Кому интересно, заходите, смотрите. В описании под видео будет ссылочка на него. Кому понравился, можете такой же заказать. Вот, в принципе, набор неплохой за свои деньги. В руке лежит отлично. Вот. Ну, для дома вообще отлично будет. Да, мне кажется, и для работы, кто работает по электрике, в принципе, тоже норм. Такой наборчик заказать можно. Все, кому интересно, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, всем пока, до новых встреч.